Здорово! Сегодня расскажу про быстрозажимные струбцины Jorgensen 33606. Зачем, почему именно они и стоит ли их покупать? Для большинства задач резать, сверлить, шлифовать и так далее, что-то прижать струбцины 150 мне хватает. Но раз в год бывает надо зажать что-то подлиннее. Был у меня целый зоопарк длинных струбцин, которые 99% времени я с места на место перекладывал, чтобы о них не спотыкаться. Потому что длинные струбцины хранить очень неудобно. А эти малявки спокойно помещаются в любой чемодан. И раз в году, когда надо, можно соединить две струбцины в одну. Да, это не то же самое, что здоровенная струбцина, но когда надо нечасто, самое оно. Почему именно эта модель? Да, все просто. Это самые дешевые из соединяющихся. Плюс, в отличие от тех же DLT, не надо покупать отдельно никакой соединитель, который потом еще можно потерять. Просто на самой струбцине имеется ласточкин хвост. Это серия Light Duty, хоббийный сегмент. Есть у них еще линейка Heavy Duty. Там усилия в 4 раза больше и цена в 3 раза выше. Пишите в комментах, чем пользуетесь вы. Характеристики. Значит, усилие зажима 68 килограмм. Глубина 60 миллиметров. Рабочий ход примерно 156 миллиметров. Имеется небольшой люфт. Вес 310 грамм. Материалы. Корпус и рукоятки высокопрочный нейлон. Направляющая – это стальная рейка толщиной 4,3 мм. Накладки сделаны из ТПЕ. Это полимер, но ведет себя как резина. Что мне понравилось, они также отдельно продаются. На других струбцинах у меня они ломались, терялись, прожигались, а докупить негде. Приходилось изоленту наматывать. Здесь такой проблемы нет. Ход самой струбцины очень легкий, нигде ничего не подклинивает, не заедает. Красота. Да и при перестановке губок видно, что производитель смазки не пожалел. Масло местами аж сочится. Соединяются они очень просто. Отщелкиваем, переворачиваем, защелкиваем. И дальше соединяем по пазам. При соединении двух 150-х струбцин получается 1 на 42 сантиметра. На разжатие 57. При работе вся нагрузка идет именно на соединение. Его аж перекашивает. Вот это да! Вы целы? Поэтому сильно грузить я бы не стал. Так, что-то поджать, придавить немного, но без фанатизма. И еще проговорю раз нюанс, который был в моем обзоре органайзеров Fork Pro. Ссылка, конечно же, в описании. Перед тем, как их покупать, изучите цены. В интернет-магазинах цены нормальные, а на маркетплейсах почему-то в 1,5 раза дороже. Ну, это я уже говорил. Что в итоге? За те деньги, что она стоит, отлично. Качество материалов и сборки замечательное. Более дешевые струбцины такого же размера даже близко не стояли. Еще раз отмечу, что длинную струбцину на постоянку это не заменяет. А для ситуационного использования вот это must have. На этом, собственно, и все. Подписывайтесь. Всем удачи. Уже идешь? А то бы дернул с нами